Wild Assault — первая за последние 3 года сессионная игра, которая принесла и продолжает приносить мне удовольствие. 11 апреля 2025 года вышла в свет Battlefield с антропоморфными животными, то бишь Фури. Если бы эта игра была просто тупо Battlefield'ом, я бы никогда бы и не решился играть в это детище. Но у игры очень много положительных сторон в плане механик, да и китайцы из инди-студии Combat Cat Studio, состоящей из около 20 человек, славно постаралась над проектом. В последнее время китайцы очень сильно приноровились выпускать сессионные проекты на всеобщее обозрение, и у них это очень даже неплохо получается. Тот же Marvel Rivals или Fragpunk проявили очень хорошие результаты, просто их тоже китайцы сделали. Wild Assault отличилась в первую очередь своим сеттингом Фури, персонажей в многообещающих перестрелках и битвах на средних картах. Это не реклама, а я бы даже и не прочь, чтобы мне заплатили за рекламу этой игры. Но увы, игра платная, целых 300 гривен мне пришлось отвалить за Fury Field. Почему, но увы? Все просто. Разработчики никак не оглашали цену проекта до его релиза, и сама игра выглядела так, как будто по ней и видно, что она по-любому будет бесплатной. И было очень грустно, когда все узнали, что игра все равно будет платной. Не будем о грустном мы и закончим. Перейдем к теме плюсов игры и чем она все-таки отличается от других сессионных проектов. В первую очередь, опять же, фури тематика. Это главное достоинство игры, которое тебе позволяет играть только за фури персонажей большого пула, если 10 персонажей это для вас большой пул. И это только на релизе, что демонстрирует большую трудолюбивость разработчиков к фури филду. И поверьте мне, вам будет чем заняться на всех этих персонажах. Ведь каждый из них играется по-разному, и мне это пипец как нравится. К каждому персонажу нужен свой подход. Начнем с Тигра. Опустим все рамки сюжета, имен, позывных и всего такого прочего, всего того, что касается локальной истории каждого персонажа. У каждого персонажа есть 3 способности, 2 обычных и 1 ультимативная. Получается своеобразное скрещивание Battlefield и Overwatch. Вот тут, ребятушки, и начинается интересная часть геймплея всей игры. Помимо обычных пострелушек на картах, можно использовать и способности, оттого и ощущается хорошая динамика в игровом процессе. У Тигра есть небольшой рык по области, который станет избивать с толку врагов. Небольшое усиление шприцом и, самое интересное, его ульта. Он становится агрессивным и начинает все рвать на своем пути, нападая на каждого, кто решает с ним сойтись в схватке. И ультовать за этого Тигра дикое удовольствие. А я напоминаю, что игру можно купить только в Steam, в крайнем случае в Epic Games. Поскольку деньги на Steam закинуть сейчас не так уж и просто. Поэтому на подмогу ко мне пришел сервис Купикод, который помог мне купить эту игру на мой аккаунт. Во-первых, они постоянно проводят конкурсы с дорогими призами, устраивают скидки и про кэшбэк тоже не забываем. Во-вторых, можно спокойно купить ключ от любой интересующей вас новинки в Steam. Сервис не только проверенный временем, но еще и более 20 миллионов пополнений от пользователей, которые подтверждают надежность сервиса. И самое главное, простота самого пополнения. Ввел логин своего Steam, сумму от 100 рублей и, конечно же, промокод AMD лично от меня, который не только снизит комиссию на 4% на пополнение баланса, но и даст скидку до 5% на покупку ключей игр. Применяйте мой промокод и оплачивайте любым удобным для вас способом. Шекели придут на ваш баланс всего за пару минут. Пополнить свой Steam кошелек можно спокойно, перейдя по ссылке в описании. Промокод ведется автоматически. Мы остановились на Тигре и бегло пробежимся по остальным персонажам, а закончим самыми интересными по моему скромному и ничем не подкупному мнению. В прямом смысле этого слова бык. Играется достаточно необычно в том плане, что способности дают разный тип отыгровки. Во-первых, у него есть дымовая граната, что очень полезно для всей команды. Второй же скилл отвечает за разгон Ярика. Так же, как и Тигр, сбиваешь врагов с ног, а они уже в это время лежат и ждут вашей интимной близости. На сладкое ульта его позволяет достать толстый щит, который никак не пробивается, заодно достает обрез. Очень хорошее сочетание обычных скиллов вместе с ультимативной. Третья, и я бы даже сказал, главная представительница всей игры, которую все лелеют и восхваляют в ее очень привлекательной и сексуальной внешности. На самом деле, лисичка самый сложный, по моему мнению, персонаж в плане играбельности. Что не скажи, а играть одной рукой и в штанах, одновременно второй, играя за этого персонажа, не так уж и просто. А если серьезно, то она очень трудная в использовании скиллов. Это инвизный персонаж, то есть с обилками, которые завязаны на невидимости, и один фиг ее все равно можно разглядеть невооруженным взглядом. Но это не самое главное ее достоинство. Помимо ее инвиза, есть очень полезная способность касательно рукопашной атаки. Да, здесь еще и рукопашка есть. Не в штанах, конечно, но тоже сойдет. А в паре со своей способностью
способности скольжения по земле, получается такое добротное комбо. При этом у нее есть еще одна обилка, которая ускоряет процесс восстановления других способностей. То есть берешь при желании, можно, конечно, это все делать с инвизом, но это по собственному желанию. Берешь скольжение, нападаешь рукопашкой на врагов с эффектом детской неожиданности и с коротким восстановлением способностей просто трахаешь всю карту. Вполне неплохо, но опять же повторюсь, для меня это показалось несколько сложным персонажем, нежели легким. Внешка, по моему мнению, это главное качество этого персонажа. Знакомьтесь, это Медведь Владимир. Он недальновидный и славный мишка, который всех просто заебал. Это самый сломанный герой, которого можно было только придумать, и так можно сказать в принципе про всех танков, а он является танком, между прочим. Он имеет целых 200 хп, что уже говорит о его танковости, хотя в этой игре танки играются очень странно. Если есть в какой-то из каток в игре лучший МВП игрок, то это в основном будет гребаный медведь. Помимо него разработчики также сломали оружие, которое идет в комплекте с ним. Вы никогда в этой игре не увидите медведя, который играет на чем-то кроме пулемета. Пулемет дальнобойный, наносит нормально так здоровье и практически не имеет отдачи. Остается только играть на жирном в плане хп танки, и тут уже МВП не за горами. Особенно участились случаи покета. Покет — это когда ты или кто-то другой в роли хиллера привязываешься лишь к одному игроку. То есть бегаешь с ним на постоянку, подхиливая или же усиливая своего недалекого парня. Способности у медведя до нельзя простые: взрывная канистра и щит с патронами для тиммейтов. Канистра еще ладно, а вот щиту я бы убавил здоровья. Сносится он очень долго, а люди, которые за ним прикрываются и в крысу стреляют, вообще отдельная тема. И это я вам еще про его ульту не рассказывал. Он просто нахуй достает свой здоровенный миниган с разрывными патронами, и ты резко оказываешься возле его ширинки. Персонаж-то все равно простой и неплохой, но мне кажется, его все равно в каком-то плане нужно фиксить. Сурикат Ули. Один из тоже таких не особо удачных персонажей на фоне других, ибо кроме как залезать в свою норку, делать точки возрождения и кидать на поле боя свой дрон на колесиках, ничего не умеет. Ультой служит же та же норка, но с телепортом. Получается своего рода симметра на минималках. Твои тиммейты могут спокойно проходить с одного конца карты на другой, в зависимости как ты эту норку расположишь. Снести ее тоже можно, но главное, в чем я больше всего разочаровался, так это в том, что он не только с такими обилками скучно играется, но и опыта за свои норки не получает. Немного конкретики. Ты ставишь норку для того, чтобы на ней возрождались твои тиммейты, что дает хорошее преимущество на поле боя. Но опыта за возрождение, как и в Battlefield, ты не получаешь. То есть качать персонажа мне было безумно скучно. Это мы с вами еще не говорили про систему прокачки. Говоря проще, персонаж очень полезен для командной работы, но пока ты на нем играешь, господи, одна катка на нем длилась еще медленнее, чем я в армии служил. Сомневаюсь, что кто-то сильно полюбит этого персонажа. Панда по существу ровно то же самое, что и Мишка, только слегка модифицированный. Помимо обычных способностей, у него также имеются небольшие щитки на некоторых частях тела, а из способностей ракетница, область защиты для тиммейтов, то есть он активирует область вокруг него, которая помимо так называемого поглощения урона, дает удаление вражеских способностей, те же мины или что-то другое. А главная способность самодельная зенитка с ракетами, которая наводится по минимапе. Скучный персонаж, но точно такой же имбовый, как и медведь. В отличие от Мишки, Панда за нанесение урона по противникам сокращает восстановление своих способностей. Гандон он или нет, думайте сами. Медик Зайчиха. Среди саппортов настоящая путаница по полезности, поскольку, как бы вам объяснить, Зайчиха хороший хиллер и удобный по сравнению с другими. В игре их всего 2 штуки. Так-то. Зайчиха ставит устройство с хилом на небольшую область на всех тиммейтов и получать за это опыт. Но опыта дают мало, так что качать этого перса вы будете долго. Другая способность — это кувырок. Ульта же отвечает за постоянный хил и возрождение по области. Очень трудно сказать про этого персонажа в плане хила. Опыта ты получаешь мало, на нормальных оружиях ты не постреляешь, а лишь ППшки с дробовиком. Не знаю честно, но играть на Зайчихе я не хочу. Самая красивая кошечка в игре — Эрвин, которая красовалась перед релизом как новый герой-хиллер. Очень сексапивная штучка, несмотря на ее способности. Если говорить максимально кратко, то это Мерся. Причем ее худшая версия, ведь для того, чтобы похилить другого тиммейта, нужно специально нажимать волшебную кнопочку, дождаться, пока она достанет свою перчаточку, и тут же начинается покет. Идея хорошая, но реализация говно то еще. Кроме перчатки есть еще усиление героя, просто больше хп и больше мувспида. Ультимейтом служит банка, которую кидаешь тиммейтам, опять же таки прибавка хп и мувспида. Хилять персонажем очень проблематично, и вся механика сделана топорно. Зато своих тиммейтов можно поднимать за стенами, правда к этому еще надо приноровиться.
Волк тот еще мразина-абразина, но мне тоже очень симпатизирует. Во-первых, хоть и обычный, но все равно выглядящий классно. Во-вторых, прирожденный снайпер. И в-третьих, его ульта. Он тоже, как и Хорек, пускает свое сверло, которое прикрепляется к стенам и взрывается. Вторая же способность отвечать за просвет, кратковременный просвет противников на определенной дистанции. Второй по любимости персонаж, который так сильно очень мне понравился. Но вот когда против тебя он попадается, это уже совсем другой разговор, ведь он же снайпер, соответственно, всяких крысящих выблетков на разных холмах, скалах, мостах вы будете видеть постоянно. Просто это нужно принять, и в конце концов, это же Battlefield, такие люди всегда были. Вешенка на торте или на дереве моя любимая скунсиха Маркес, которая срет где ни попадя. Некоторых людей и вообще большую часть игроков бесит этот персонаж, но когда ты начинаешь его пикать, это уже отдельный разговор. Взрывчатые мины, которые можно ставить в количестве 3 штук, кидает свой токсин в виде взрывчатого вещества на расстоянии, и ульта. Она тоже ею срет всю карту. Срет в плане свои токсины разбрасывает на карте, от которых враги теряют хп. Тут уже и начинается замануха с фармом опыта и прочего. Очень классный персонаж, даже при том, что против меня он попадается, но все равно меня не бесит. Прошлись по персонажам, а что до механик и прочего всего того, что присутствует в игре. Ну, заморачиваться тут не стану, попытаюсь максимально кратко и понятно. Боевой пропуск здесь по жанру есть, и он отчасти платный. 3-6 скинов можно бонусно получить за донат. А в целом весь боевой пропуск можно прокачать спокойно. Донат тут такой же по цене, что и в остальных сессионных играх. Получить донатную валюту бесплатно, увы, нельзя, при том, что за игру ты отвалил 300 гривен, и что... Кому я это говорю? Это уже вошло в привычку многих многопользовательских игр, которые, когда ее продают, и внутри донат тоже есть. Удивляться тут нечему. Прокачка аккаунта как число уровня до 60-го. Аватарки, визитки и прочая кастомная хрень. А вот скинов в игре пока что кот наплакал, поэтому тут придется подождать. Прокачка персонажа заключается не только в открытии доступа к другим оружиям, а также пассивные скиллы, что опять же таки еще больше подогревает интерес к игре. Честно говоря, я ожидал большего от подобной системы, а так большинство этих пассивных скиллов просто Ctrl-C плюс Ctrl-V. То есть на каждого персонажа они сделали одинаковые пассивные скиллы, и не во многом они отличаются. Больше хила получаешь, быстрее точки захватываешь, получаешь какие-то бонусы от способности, а так, это все. Этого, так скажем, хватит, но я хотел бы больше. Очень маленькое различие между скиллами. Помимо прокачки персонажа, есть также и прокачка оружия на наличие обвесов. Скажу честно, я думал, разработчики забьют болт на проработку обвесов, но нет, они постарались и вправду на славу. Каждый раз, когда ты меняешь обвесы и внимательно читаешь, за что он конкретно отвечает, и пробуя его на деле, ты реально видишь существенную разницу. Оружие, кстати, прокачивается за счет специальных карточек прокачки, так же, как и в Genshin Impact. Была доля того удовольствия, когда я собирал свою сборку на каждое оружие. Сражение происходит на средних картах, но не на таких больших, как в батле. И здесь начинаются проблемы с игрой. Чем больше играешь в эту игру, тем больше тебе кажется, что карты очень маленькие. А их всего 2, ну, то есть 3, но они поделены на режимы. И это пиздаж, как мало. И на все про все, долгое время в этой игре вы не проведете. Это я, конченый, наиграл более 80 часов. Не делайте так, как я. Главная проблема игры в ее реиграбельности. Она просто может вам быстро надоесть. Но пока у меня в игре не вкачаны все персонажи, я никуда из этой игры не уйду. Это не отменяет того факта, что игра сдуется примерно через год, потому что онлайн, короче, плакать хочется. Игра, по сути, мне очень понравилась, и даже как-то печально, что она долго не проживет, а останутся в ней лишь задроты. Mambo, mambo, qué rico mambo, mambo, mambo de macho guay.